Всем привет! Меня зовут Татьяна Мединцева, и вы на моем канале о вязании. Если вы еще не подписаны на мой канал, то обязательно подписывайтесь. Здесь вы найдете много интересных и простых мастер-классов по вязанию игрушек. А в этом видео я вам расскажу, как связать вот такого вот львенка. Вы очень давно уже меня просили это сделать, и вот как раз сегодня я вам это все расскажу. Но прежде чем мы приступим, с вас лайк к этому видео и комментарий. То есть это обязательно, потому что мне будет приятно, и таким образом это видео попадет в рекомендации, и его больше людей увидят. Также не забывайте делиться ссылочкой на это видео со своими друзьями и знакомыми, особенно с теми, кому интересна тема вязания. Так, в общем, начнем. Вернемся к нашему львенку. Смотрите, по льву. Этого льва я вязала по мастер-классу тигренка. Сейчас вот покажу его фотографию. Надеюсь, же все помнят вот таких вот моих тигрят, которых мы с вами вязали перед Новым годом. И вот львенок у меня связан полностью по этому мастер-классу. То есть смотрите, ссылки я на мастер-класс по тигру, чтобы вы понимали, как связать льва. Там, по-моему, 3 части было. Я все эти ссылочки оставлю в описании под видео. А также закреплю еще, наверное, в комментарии, потому что многие не могут найти почему-то описание. Но это ладно. Я еще в комментарии закреплю эти ссылочки. И в подсказках тоже добавлю на все 3 части ссылки. В общем, вяжите полностью ручки, ножки, также тельце, голову, все вообще один в один, как у льва. Ушки, вот все вяжите, как у льва. Единственное, что я вязала по-другому, это хвостик. Вот хвостик я связала по-другому. Я просто набрала 5 столбиков без накидов, кольцо амигуруми, либо вот в первую петельку, как вы там набираете, и вязала по кругу до нужной мне длины. То есть я даже не знаю, сколько там рядов, видите, вот он у меня до начала лапок. В хвостик наполнитель добавлять не нужно. Крючок все тот же, 4. Просто вяжем по кругу нужную нам длину, и все в принципе. Ну и, конечно же, на хвостике сделали вот эти вот ниточки, тоже прикрепили, добавили, чтобы такая вот кисточка была, как у львенка. Так, теперь смотрите нюансы по гриве. Это очень важно. Если вы хотите, чтобы у вас прям шикарный получился результат, то не жалейте своего времени и пряжи на гриву. Потому что именно грива дает нам вот такой вот вау-эффект. Гриву нужно будет сделать густой. Сразу скажу, что это занимает очень много времени. Сам львенок свяжется у вас быстро, но на гриву вот у меня ушел, наверное, целый день. Но вы это время не жалейте, потому что это именно от этого будет зависеть внешний вид вашей игрушки и вот этот вот вау-эффект. Поэтому просто запаситесь терпением и выполняйте свою работу. Это делается совсем несложно. Сейчас покажу как. Пряжу для гривы я использовала картопу. Вот такую вот. Я, если честно, первый раз вообще эту пряжу купила. Ту, которая была в наличии, потому что мне прям срочно нужно было связать льва. А подходящей пряжи для гривы у меня не было, поэтому я купила ту, которая была, но она очень классная получилась. То есть цвет вы тоже могли посмотреть там на этикетке. Очень классная получилась, прям очень ее советую. Если найдете, то будет просто шикарно. Она и по толщине, и прям очень-очень классно подходит. Если такую не найдете, то в принципе можете использовать любую пряжу. Вот любую пряжу, любого цвета, хотите оранжевую, сделайте гриву, хотите вот какую хотите. И в принципе подойдет любая. Главное, единственное, что я вам посоветую, чтобы она была потолще. Вот если вы возьмете Yarnart Jeans, то такого эффекта не получится. Yarnart Jeans, он очень такой тоненький, не то, что нам нужно. Поэтому лучше берите потолще, чтобы грива была погуще.
Так, как же делаем саму гриву? Нам нужно нарезать полосочки где-то 10 сантиметров длиной. И нарезаем их очень-очень много, одной длины. И просто потом прикрепляем к голове. Еще раз повторюсь, что нам нужно это сделать как можно чаще. Берем крючок номер 3. И просто вот там, где нам нужно, между петельками, сейчас у меня уже тут грива полностью сделана, но вы заходите прям в каждую петельку, подцепляете ее крючком, захватываете ниточку, протягиваете ее. Теперь нам нужно выровнять кончики, чтобы они были на одном уровне. И просто протянуть в петельку получившуюся эти два кончика. И хорошенечко затянуть. И вот таким образом, чем чаще, чем гуще вы сделаете вот эти вот ниточки, тем у вас красивее получится результат. Одного моточка для гривы будет достаточно. У вас даже еще останется нормально, может даже и на второго львенка хватит. И когда уже гриву полностью сделаете, вот тут вот возле глазок нужно будет ее подстричь. Просто ножницами берете и отрезаете. Теперь по пряже на самого львенка я использовала Himalaya Dolphin Baby. Такой вот цвет бежево-коричневый. Вот номер его 80365. По расходу все то же самое, как и на тигра. Правда, у меня уходит где-то 2 мотка Himalaya Dolphin Baby, но по комментариям вот по тигру я смотрела, что многим 2 мотков не хватило, то есть цепляют еще какую-то часть с 3-го мотка. Это тоже имейте в виду, что 2 моточков может не хватить. У каждого разная плотность вязания, и в общем от многих факторов зависит расход пряжи, даже то, как вы вяжете галочками, крестиками. От этого тоже зависит и размер игрушки, и расход пряжи на нее. Поэтому у меня уходит 2 мотка, вам может понадобиться немножко больше. Имейте это в виду. Вроде бы я все рассказала. Если у вас возникнут вопросы по вязанию такой игрушки, то задавайте их в комментариях, я по возможности буду отвечать. Ну и, конечно же, в Инстаграме. Ссылочку тоже на свой Инстаграм я оставлю в описании под видео. Вы можете присылать мне свои готовые изделия туда. Также отмечайте меня в постах, либо в историях. Я буду вас видеть. Я практически всегда оцениваю ваши работы, ставлю лайки, иногда даже пишу комментарии. Поэтому вот кто хочет показать то, что у него получится, отмечайте меня, я буду переходить и смотреть. Я вас благодарю, что вы со мной, обнимаю каждого и желаю вам всего самого прекрасного, любви, счастья, доброты, справедливости и мирного неба над головой.